Всем привет, друзья! Сейчас сезон кабачков, цукини, и я решила поделиться с вами серией рецептов, где мы будем готовить простые блюда из кабачков или цукини. И сегодня первое видео, и мы будем готовить кабачковые вафли или вафли из цукини. Обязательно досмотрите это видео до конца, уверена, вафли вам точно понравятся. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране. Для приготовления нам понадобится кабачок или вот такой большой цукини, как у меня. У меня уже довольно старый цукини, поэтому кожицу мы срезаем. Но в принципе, даже если кабачок будет молодой, я все-таки по этому рецепту рекомендую избавиться от шкурки. Для того, чтобы вафли получились более мягкие, нежные и шкурка не ощущалась в вафлях. Кожицу мы убираем. И в итоге у нас получается 820 грамм уже очищенных кабачков. И теперь натираем кабачки или цукини на крупной терке. Я использую привычную нам обычную терку, но, конечно, можно воспользоваться фуд-процессором с подобной насадкой и все быстренько натереть. И да, если у вас в кабачках были семечки, конечно, от них нужно избавиться. Добавляем соль, все хорошо перемешиваем, и теперь нам нужно избавиться от лишней жидкости. Кабачки выделяют большое количество жидкости, поэтому натертый кабачок перекладываем на сито и затем ставим сито на кастрюльку или на любую емкость для того, чтобы стекла лишняя жидкость. Оставляем так кабачки на 30 минут. Хорошо перемешиваем для того, чтобы больше жидкости осталось в кастрюльке. Потом масса станет плотнее, вот лишняя жидкость сейчас ушла. В этом рецепте кабачковый сок нам не понадобится, поэтому убираем его или используйте так, как вам хочется. Теперь берем чеснок и натираем на мелкой терке. Добавляем сушеную зелень. Если у вас нет сушеной зелени, можете взять любую зелень, которая вам нравится. Добавляем яйца. И перемешиваем. Должно получиться густое однородное тесто. Добавляем молоко, жирность не имеет значения. И сыр. У меня здесь моцарелла и гауда. Но можете использовать один вид сыра, здесь уже не принципиально. Перемешиваем. Добавляем частями просеянную муку. И замешиваем тесто как на оладьи. Оно должно быть густое, но не такое, чтобы стояла ложка. Хорошее густое тесто. Я буду готовить вафли в специальной вафельнице, но если у вас такой нет, не нужно ее специально покупать для этого рецепта. Просто пожарьте оладьи на сковородке, и у вас тоже будет все вкусно, красиво и все получится. Вафельницу смазываем растительным маслом с помощью кисточки. Не нужно добавлять слишком много масла, чтобы тесто не плавало категорически в масле. Нет, слегка смазали и выкладываем ложкой тесто, распределяем равномерно по всей поверхности формочек для вафель. Если вы любите круглые вафли, то можете в серединку просто положить ложку, и они у вас получатся произвольной формы. Но мне все-таки нравится, когда вафли ровные и аккуратные. После того, как мы распределили все тесто, закрываем и периодически открываем вафельницу. Смотрим, чтобы вафли были не слишком бледные. На это у вас уйдет примерно 4 минуты. Сыр не прилипает, вафли хорошо отходят. Если что-то где-то у вас прилипло, то аккуратно поддевайте лопаткой и обязательно все получится. Вот такие красивые вафли получаются. Как только мы достали одну порцию вафель, снова смазываем вафельницу растительным маслом и выкладываем наше тесто. Если вы любите более зажаристые вафли, в принципе, можно пожарить и 6 минут, но обязательно следите, чтобы они не подгорели. И если вам нравятся вафли с ветчиной, то уже на этом этапе вы можете положить кусочек ветчины и получатся кабачковые вафли с сыром и с ветчиной. Это тоже очень вкусно. Тут уже можете фантазировать так, как вам нравится. И вот такая красота у нас получилась. С одной стороны они более ровненькие, с другой получились гладкие, но все зависит от вашей вафельницы, поэтому не пугайтесь, если у вас получился какой-то другой результат. Главное, что вафли вкусные, и поверьте, вы будете готовить их не один раз.
Надеюсь, рецепт вам понравился. Обязательно подпишитесь на мой канал, пишите в комментариях, что у вас получилось. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!